Эмоциональное выгорание, профессиональное выгорание. Эти понятия, может быть, неизвестны только в глухой деревне. Можно сказать, что выгорание приобрело характер эпидемии, пандемии. Что происходит? Почему мы так устаем? Мы тяжелее работаем, чем наши предки? Очень сомневаюсь. Большинство людей в состоянии эмоционального выгорания ничего тяжелее компьютерной мышки в руках не держали. Смотришь на этих людей, у которых по паспорту 20-30 лет, а в глазах вековая усталость. Можно ли с этим справиться? Мы не будем говорить о всем человечестве. Мы поговорим лично о тебе, мой дорогой зритель. Как выглядит эмоциональное выгорание? Чем оно отличается от профессионального? Какой механизм возникновения выгорания? Как его профилактировать? И как от него избавиться? Обязательно ли для этого использовать кардинальные меры? Или можно получить отличный результат, не ломая свою жизнь через колено? Вот уже четверть века я занимаюсь разработкой математической модели нервной системы. И на этом канале я знакомлю вас с прикладным значением этой модели. Рассказываю, как знание принципов работы нервной системы может улучшить вашу жизнь, наполнить ее энергией и счастьем. Это канал «Аппаратная психотерапия», и я ее автор и ведущий, доктор Родион Кузнецов. Различаются ли между собой профессиональное и эмоциональное выгорание? И да, и нет. По сути, это одно и то же. И в том, и в другом случае вы испытываете дикую усталость, истощение. Ваши эмоции стали слабыми, жизнь неинтересной. Просто профессиональное выгорание подразумевает, что эти чувства, или точнее это бесчувствие, вы испытываете в связи с работой. А эмоциональное – всегда. Но беда в том, что это состояние не может долго оставаться в рамках профессиональной деятельности. Очень быстро ваша усталость, истощение наполняют всю вашу жизнь. И на работе, и дома, и с коллегами, и с друзьями, и с родными. Почему это происходит? Мы говорим, что у нас не хватает энергии. Какой энергии? Ауры? Нет. Обычной электрической энергии. Дело в том, что по нашим нервам не протекает работоспособность или усталость, образы или запахи. Только электрический ток, который мы знаем как нервные импульсы. Наш мозг – это совершенный электроприбор, работающий на электроэнергии. Чем больше электричества поступает в мозг, тем он лучше работает. Тем лучше мы себя чувствуем, тем мы более энергичны, тем мы счастливее. Если по остальным моим утверждениям все понятно, то про счастье нужно пояснить. Наши эмоции – это индикатор количества электрического тока, поступающего в наш мозг. Когда электроэнергии много, мы счастливы. Когда мало, мы в апатии. Все остальные эмоции находятся вот внутри этого промежутка. Но почему энергии становится недостаточно? С чего вдруг возникает этот дефицит энергии? Ведь в детстве мы полны энергии. Когда мы молоды или влюблены, мы способны свернуть горы. Мы приходим на работу с желанием карьерного и профессионального роста. Мы полны энергии. Куда это исчезает? И самый главный вопрос – почему? Электрический сигнал рождается в рецепторах. И по нервным волокнам поступает в головной мозг. Нервные волокна образуют между собой огромное количество соединений, формируя таким образом огромные рефлекторные комплексы, которые мы называем своим опытом, своими знаниями. Нервные волокна проводят электричество с разной скоростью и имеют разное электрическое сопротивление. Чем меньше сопротивление нервных путей, тем больше электроэнергии доходит до мозга. Ток всегда идет по пути наименьшего сопротивления. Поэтому будут работать участки памяти, проводящие больше электроэнергии, те, что доставляют вам больше радости. Каждый рефлекторный комплекс будет работать на том источнике, при котором он сформировался. В результате перенесенных заболеваний, травм, нервные сигналы изменяют свое направление и начинают идти по другим путям, в обход. И формируются участки нервных путей с высоким электрическим сопротивлением. И тогда энергии, вырабатываемой рецепторами, становится недостаточно. В мозг начинает поступать меньше энергии. Мы начинаем уставать, становимся менее энергичными. Но почему это происходит так быстро? Вы же не перенесли вчера тяжелейшую болезнь, и ваше истощение исчезает, когда вы хорошо отдохнете.
Что, болезни проходят? Какая-то нестыковка. Никакого противоречия здесь нет. Просто мы еще не разобрали источники энергии для нашей нервной системы. Я уже сказал, что единственным источником электрических импульсов в нашем организме являются рецепторы. Это микрогенераторы, превращающие энергию окружающего нас мира в электрический сигнал. Рецепторы можно разделить на две большие группы. Внешние и внутренние. Внешние рецепторы срабатывают при изменении параметров внешней среды. Света, звука, температуры и тому подобное. Внешние рецепторы просто получают энергию извне, не затрачивая свою. Их коэффициент полезного действия достаточно велик. Внутренние же рецепторы реагируют на изменения состояния нашего организма. Сильное изменение внутреннего физического и химического состояния нашего организма мы воспринимаем как боль, в меньшей степени как дискомфорт. То есть, чтобы наша нервная система работала, чтобы мы были полны энергии, существует только два варианта. Окружающий мир и внутренняя боль. Но чем плоха боль как источник энергии? Чтобы срабатывали внутренние рецепторы, необходимы изменения в нашем организме. А чтобы эти изменения происходили, для этого нужно прикладывать энергию. А откуда ее брать? От тех же внешних рецепторов. Таким образом, уже образованный дефицит энергии будет увеличиваться за счет того, что получаемая энергия тратится не на работу нервной системы, а на формирование боли, на зарядку этого своеобразного аккумулятора. Чем меньше энергии, тем больше создается таких аккумуляторов. Чем больше аккумуляторов, тем больше дефицит энергии. Именно поэтому усталость, истощение, стресс накапливаются так быстро и интенсивно. Но также быстро от них можно избавиться. Мы разобрали механизм на уровне нервной системы. А каким образом вот эта вся ахинея поможет вам избавиться от выгорания? Теперь перейдем к практическому использованию полученных знаний. Наша память содержит в себе то или иное количество боли как источника энергии. Чем больше боли, тем большее количество внутренних рецепторов задействовано. Тем больше и чаще нужно заряжать наши аккумуляторы. Наша память работает на принципах работы рефлексов. Каждый раз, когда включается триггер, срабатывает рефлекс, вспоминается боль, заряжаются аккумуляторы, мы испытываем усталость. Очень простой ряд. Что мы можем сделать в своей жизни самостоятельно? Исключите в своей жизни триггеры. Так мы делаем, когда триггерами являются насекомые, животные, птицы, люди, нации, расы. Но продолжаем держаться за наши триггеры, если это касается работы. Как это сделать? Можно на дурнинушку бросить работу, уехать в другой город, сбежать от любимых людей. Даст это эффект? Может дать. А можно хирургически точно убрать только те триггеры, которые приносят боль. Возможно, у вас уйдет на это несколько дней. Но мне кажется, что это невеликая цена за избавление от выгорания. Итак, какой алгоритм действия? Распишите свой день досконально, максимально полно. Примерно так. Утром проснулся, сходил в туалет, пошел, умылся холодной водой, почистил зубы и так далее. Также полно распишите свой рабочий день. Куда зашел, с кем поговорил, что сделал. Это не так много, как кажется. В большинстве своем мы живем в стереотипных условиях дня сурка. Ну и спишите вы одну страницу, много-две, не больше. Следующий этап. Посмотрите на написанное. Те строчки, которые вызывают выраженные негативные эмоции, подчеркнем. Необходимо найти варианты изменить эти действия. По большому счету существует только два варианта. Бей и беги. Если есть возможность, то эти действия необходимо исключить. Если нет, то заменить на то, что вам доставляет удовольствие. Я не могу дать конкретный рецепт именно вам. Никто лучше вас не знает вашу жизнь. Давайте приведу пример. Вас раздражает езда в общественном транспорте. Физическая близость толпы вам крайне неприятна. Но до работы нужно добираться. Что вы можете сделать? Ходить пешком, ездить на велосипеде или самокате, пользоваться машиной или такси. Выберите тот вариант, который приносит вам удовольствие, делает вас счастливым. Если ни один из них не делает этого, то можно найти работу в шаговой доступности. Вы скажете, что езда в общественном транспорте – это ерунда. Как она может влиять на наше выгорание? Если для вас это дискомфортно,
то, выйдя из автобуса, вы будете в плохом настроении и пробудете в нем достаточно длительное время. Вы проживете несколько часов своей жизни в негативе из-за такой мелочи. А как понять, доставляет ли какой-то вариант вам удовольствие? Это элементарно. Если вы начинаете спор, что это неприемлемо, то нет. Чем яростнее вы отстаиваете эту точку зрения, тем больше дискомфорт доставляет вам это действие. Вам необходимо проработать каждую строчку. Как только вы перестроите свой день таким образом, ваше настроение улучшится в то же мгновение. Потому что вы исключите рефлексы, несущие боль и усталость. Если вам удастся полностью проработать ваш список, то вы почувствуете такой прилив счастья, о каком даже не подозревали. Если вы вышли из-за стола, не завершив дело, не расстраивайтесь. Вы уже дали самому себе задание решить эту задачу. Спустя небольшой промежуток времени, несколько часов, несколько дней, у вас вся эта маршрутная карта просто всплывет в голове. И вы почувствуете прилив сил и энергии. А что делать в тех случаях, когда вы настолько истощены, что у вас нет сил, чтобы изменить свою жизнь, измениться самому? Вы будете оправдываться тем, что в вашей жизни ничего нельзя поменять. Я предлагаю вам попробовать метод аппаратной психотерапии аудиокатарсис. Почему попробовать? Потому что первые 5 суток после регистрации вы получаете бесплатно, чтобы вы сами могли проверить на себе эффективность этого метода. Этот физиотерапевтический метод изначально создавался для восстановления оптимальной проводимости, снижения электрического сопротивления нервных путей. Как результат, количество электроэнергии, поступающей в мозг, резко возрастает. Ваша энергичность и работоспособность существенно увеличиваются. Ваше настроение улучшается. Боль, как альтернативный источник энергии, перестает быть нужным. Ваша работа начинает доставлять вам не просто удовольствие, а наслаждение. Как проводится аппаратная психотерапия? Вы просто надеваете наушники и продолжаете заниматься своими делами. Все остальное аппаратная психотерапия делает сама. Даже лучше, если вы в это время будете заниматься ненавистными для вас делами. Очень быстро вы заметите, что вы не просто делаете эти дела намного быстрее, но они стали вам безразличными. Они перестали вас угнетать. Продолжайте. Пройдет еще немного времени, и вы обратите внимание, что вам стало нравиться это делать. Вы наслаждаетесь этим. Советую еще продолжить. И в какой-то миг, в течение нескольких секунд, ваше настроение резко улучшится. Мир станет ярче, звуки громче, люди приятнее. Это значит, что данный рефлекторный комплекс, данный конкретный ваш опыт больше не содержит боли как источник энергии вообще. И с этого мгновения вы будете всегда испытывать восторг от данного действия. Вы не будете уставать. Вы не будете испытывать усталости. Вы забудете, что такое выгорание. Вы начнете жить. Вы начнете наслаждаться жизнью. Более подробно о том, как работает наша нервная система, вы можете прочесть в книге «Медицина, которой нет». Ссылки я оставлю в описании. Избавляйтесь от эмоционального выгорания. Если нужно, используйте метод аппаратной психотерапии аудиокатарсис. Будьте здоровы, будьте счастливы, будьте энергичны.